Привет! Сегодня покажу и расскажу, как связать самостоятельно такую корзинку для ватных палочек и дисков. Для вязания нам потребуется деревянное донышко, у меня 8 сантиметров, и также полиэфирный шнур. Донышко и полиэфирный шнур я заказываю на пряже Центр, ссылочку оставлю в описании, и также действует промокод со скидкой 10% для вас. Заказывайте любой цвет, у меня цвет эклер. Из одного такого моточка у вас получится 3-4 корзиночки 8-сантиметрового донышка. Для вязания корзиночки я использую два крючка. Это номер 5 и номер 6. Номер 5 нам потребуется для обвязки донышка, а все остальное мы будем вязать шестым крючком. Итак, начнем вязание с обвязки донышка. Обвязка донышка начинается просто с соединительных столбиков. Также смотрите, чтобы у нас стеночки корзинки были ровными, нам необходимо сделать прибавки. В данном случае прибавки мы будем делать через одну. Покажу вам по ходу вязания. Давайте приступим. Начинаем с обвязки. Заводим крючок в нашу дырочку, захватываем шнур и протягиваем его. Придерживаем кончик, чтобы он никуда не убежал, но пока не ввязываем. Итак, мы придерживаем кончик и заводим крючок в следующую дырочку. Захватываем нашу ниточку и сразу же провязываем в петельку. Смотрите, чтобы размер, когда вытаскиваете петельку, не сильно затягивайте, чтобы у вас косички были ровными. Сейчас покажу еще раз. Смотрите, захватываем, немножко вытягиваем ее, чтобы они были на одном уровне, и сразу же провязываем. Пару раз, когда вы провяжете так косичку, вы уже почувствуете сам крючок, саму косичку, и вам будет проще понять натяжение и, соответственно, плотность вязания. Если вы будете сразу провязывать в косичку, соответственно, косичка будет затянута и не очень красивая. Поэтому чуть-чуть ослабьте и сразу провяжите саму косичку. И так до конца ряда по кругу мы обвязываем донышко. Данный узор называется просто соединительные петельки. И вот я уже дошла до конца ряда. Мне осталось провязать еще одну петельку. И нам необходимо закрыть нашу обвязку, тем самым мы имитируем косичку. Чтобы сымитировать косичку, мы просто обрезаем нашу ниточку, запаиваем кончик, чтобы ниточка не распустилась, так как это полиэфирный шнур. И просто вот так вот тянем крючком и вытаскиваем нашу ниточку. Теперь нам необходимо сымитировать косичку, чтобы закрыть нашу обвязку. Мы заводим крючок под косичку, под саму косичку, ни на другой ряд, ничего, на другую сторону мы не выводим, просто под косичку. Захватываем наш кончик и вот так вот протягиваем ее
под косичкой. Теперь нам необходимо закрыть косичку. Нам необходимо поэтому вводить крючок с другой стороны, чтобы наш хвостик вышел с другой стороны. Сейчас нагляднее покажу иголочкой. Мы заводим крючок вот сюда, и выходит он посередине косички. Итак, заводим крючок. Вот наш крючок вышел. Мы захватываем наш кончик и протягиваем его на другую сторону. Подтягиваем все хвостики, и тем самым у нас получилась вот такая вот косичка, такая красивая обвязка донышка. Теперь перейдем к вязанию стеночек. Вязать мы начнем на противоположной стороне. Чтобы потихоньку вязания мы ввязывали кончики. У нас будет 3 кончика. Один кончик — это тот, которым мы сейчас начнем вязать стеночки, и 2 хвостика мы уже видим, поэтому будем ввязывать их параллельно. Начинаем вязать мы не в саму косичку, а вот так мы ее отодвигаем, не так, а вот так мы ее отодвигаем и начинаем вязать, заводить крючок в первый ряд вот так. Если 5-м крючком вам будет неудобно, возьмите крючок поменьше, например, 4,5. 6-й крючок точно не пройдет, поэтому лучше взять 5 или 4,5, чтобы связать первый ряд. Заводим крючок с противоположной стороны. Захватываем ниточку. Вот видите, у нас 3-й хвостик появляется. И мы сразу его вот так вот прокладываем, чтобы ввязать. Мы придерживаем хвостик и провязываем столбик без накида. Смотрите. Захватываем ниточку и сразу в петельку провязываем. Все, подтягиваем хвостики, ниточки, чтобы наш столбик был более ровный. И теперь, соответственно, начинаем вязать стеночки. Чтобы они были ровные, я уже говорила, нам необходимо делать прибавки. Прибавки мы будем делать через одну. Сейчас мы провязали 1 столбик без накида, и в следующую мы провяжем уже 2 столбика без накида. Сейчас покажу, как это будет на деле. Мы заводим крючок, точно так же, как делали в первый столбик. Заводим. И теперь наш хвостик должен быть над крючком, чтобы он ввязывался. Захватываем ниточку и провязываем. Мы провязали 2-й столбик. Теперь мы делаем прибавку. Туда же мы провязываем еще 1 столбик. Заводим крючок и провязываем. Тем самым мы сделали прибавку. Теперь провязываем одиночный столбик, прибавка, одиночный столбик, прибавка. Здесь у нас одиночный столбик. Придерживаем хвостик, чтобы мы его потихонечку так вывязывали. И следующая будет прибавка. Соответственно, нам нужно связать 2 столбика в эту петельку. Сделали прибавку.
И так до конца ряда мы делаем 1 столбик, 2 столбика, 1 столбик, 2 столбика. Вот так выглядит с изнаночной стороны. Не забывайте, что нам нужно ввязать еще 2 хвостика. И вот так вот потихонечку мы прокладываем хвостики. Хвостик слишком длинный, его можно чуть-чуть отрезать, запаять. И, соответственно, будем его прокладывать и также ввязывать в первом ряду. Так, я отрезаю немножко, чтобы он не был таким длинным. Запаиваю кончик. И продолжаю вязать первый ряд. Провязываем 1 столбик. И следующая у нас прибавка. Итак, мы вяжем до конца ряда. В конце ряда с вами встретимся. Итак, я дошла до конца ряда. Сейчас в последнюю дырочку мы сделаем прибавку. Провязываем 1 столбик и 2 столбик. И будем закрывать наш первый ряд. Итак, вытягиваем петельку побольше и заводим крючок под косичку. Вот наши косички наверху. И вот под первую косичку вот так мы будем заводить крючок. Заводим крючок. Захватываем ниточку и протягиваем ее на другую сторону. Теперь закрываем ряд, провязываем в эту петельку нашу рабочую ниточку. Немножко петельку мы сделали большую, подтяните хвостик, тогда петелька будет чуть меньше. И провязываем. Вот так лучше. Вот у нас такая перемычка. Дальше, когда стеночки поднимутся, это будет такой красивый шовчик. Теперь нам необходимо перейти на второй ряд. Чтобы перейти на второй ряд, сейчас иголочкой подробнее покажу. Мы держим крючок на петельке и заводим вот сюда. Мы будем вязать столбиками в раскол, это называется. Вот сюда между ножек. Вот 2 ножки. И мы заводим прям сюда крючок. Сейчас с оборотной стороны вам покажу, как он должен выйти. Видите, сверху над иголочкой шляпка, такая перемычка. И иголочка вышла между 2 ножек и наверху шляпка. Точно так же должен выйти наш крючок. Тогда это будет правильно. Если сейчас непонятно, дальше мы будем вязать как раз столбиками в раскол. И будет более яснее, как нужно заводить крючок. Смотрите, выводим крючок. Вот он вышел между ножек и под шляпкой. Шляпка наверху крючка. Вот наши ножки. Захватываем ниточку и протягиваем ее на ту сторону. Вот, выводим. Теперь у нас такие 2 петельки. Мы заводим крючок в одну петельку и захватываем вторую петельку. Нам нужно протянуть одну через другую, тем самым мы перейдем на следующий ряд. Заводим, захватываем петельку и просто провязываем ее. Сзади подтягиваем кончик, нашу рабочую ниточку, тем самым у нас выравниваются наши столбики. Теперь начинаем вязать столбиками в раскол.
Меняем крючок с 5 на 6. Весь узор мы будем вязать, все стеночки 6-м крючком. К 5-му мы вернемся только на обвязки. Заводим крючок между ножками. Вот столбик, как мы делали в соединении. Вот между ножками заводим крючок. Прям туда прокалываем его. И он должен выйти под шляпкой. Вот так. Попробуйте позаводить крючок, чтобы он прям выходил под шляпкой. Провяжите так пару раз, и вам станет очень понятно, как мы будем заводить крючок. Мы заводим его и захватываем ниточку. Провязываем столбик. Сейчас мы не будем вязать уже никаких прибавок, мы так и вяжем по одному столбику. Каждый столбик. Вот так в раскол. Крючок выходит всегда под шляпкой. Не затягивайте сильно и в то же время не расслабляйте. Если вы первый раз это вяжете, будет сложновато понять на слух, как это не затянуть, но при этом не расслабить. Ничего не бойтесь. Мы довязали до конца ряда, вот, поэтому вы можете распустить и перевязать еще раз. Шнур очень податливый в этом плане, его можно перевязывать несколько раз. Смотрите, таким принципом мы довязали до конца ряда, и вот так вот ручками я просто формирую стеночки, чтобы они приняли форму. Не бойтесь. Переходим на следующий ряд. Смотрите, заводим также крючок под косичку. И протягиваем петельку на ту сторону. Смотрим, чтобы петелька не была слишком длинной. Если она длинная, мы вот так вот хвостиком рабочей нашу ниточку регулируем его. Провязываем. А вот тут как раз нужно оставить его не маленьким, а чуть-чуть больше, потому что мы будем одну петельку в другую. Смотрите, здесь важно в последующих рядах понимать, как выводить крючок. Он должен выйти под шляпкой, но так как у нас идет шовчик красивый при закрытии ряда, нам это тоже нужно учесть. Смотрите, мы выводим крючок. В этой всей ниточках можно не сразу понять. Смотрите, крючок выводим. Мы вот наш шовчик отодвигаем вниз и выводим крючок между ножек. Шляпка этого столбика над крючком. А вот этот вот шовчик, который мы провязали при закрытии второго ряда, он как раз идет под крючком. Провязываем. И закрываем ряд. На первый раз может показаться сложным, но это очень просто. Главное понять, куда выводится крючок, а все остальное просто дело техники, дело навыка в плане того, что какой плотностью вязать. Если вы пару раз провяжете, вы уже научитесь, и у вас все получится. Видите, да, что вот у нас шовчик, и чем выше корзинка, тем аккуратнее будет шовчик ложиться. Если этот момент не учесть, то шовчик может куда-то убежать, когда мы неправильно выводим крючок. Продолжаем вязать. Мы вяжем уже третий ряд. Для этой корзинки нам необходимо провязать всего 6 рядов. Вяжется это буквально там за полчаса. Вот. Ну, если вы учитесь, то, конечно, это чуть-чуть дольше займет. Но в любом случае, когда вы освоите технику, связать корзинку будет очень просто. Вот так я провязываю третий ряд. Довязывайте 6-й ряд до конца. В 6-м ряду мы с вами встретимся, и я покажу, как закрывать и обвязывать корзиночку, чтобы она была красивой.
Итак, я провязала 6 рядов. Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 рядов готовы. Теперь необходимо закрыть ряд и перейти на обвязку. Тут будет другое закрытие ряда, так как мы будем сразу из закрытия переходить в обвязку. Смотрите, принцип тот же. Мы заводим крючок под косичку. Забыла показать. Смотрите, какой шовчик у нас в итоге получился. Он очень аккуратный, когда крючок выводится именно там, где он должен выводиться. Если какие-то моменты сразу были непонятны, пересмотрите еще раз. Итак, заводим крючок под косичку. Давайте закрывать ряд и переходить на обвязку. Мы провязываем на другую сторону. Тут, кстати, не нужно затягивать, чтобы он был поменьше петелька. Вот так, чуть-чуть буквально. Чтобы перейти к обвязке, нам необходимо завести крючок сначала под перемычку, потом в петельку и потом уже захватить нашу ниточку. Соответственно, 1, 2, 3. Смотрите, как это будет крючком. Под перемычку, в петельку. Вот видите? И провязываем сначала в петельку, а потом под перемычку. Вот так мы переходим к обвязке. Обвязывать мы будем под косичку. Под каждую косичку мы будем заводить крючок. И так же, как на донышке, мы просто будем соединительными столбиками обвязывать нашу корзиночку. Не нужно прокалывать ни в какие стеночки. Просто под косичку заводим крючок, захватываем ниточку и провязываем. Итак, завели, вытянули, провязали. Такие вот петельки у нас как на донышке получаются. И так в каждую косичку завели, вытянули, провязали. Провязываем так до конца ряда. Встречаемся в конце. Я уже провязала, полностью обвязала нашу корзиночку. Теперь нам необходимо сымитировать косичку. Вы уже помните, да, что мы делали на донышке также имитацию. Мы обрезаем ниточку. Возьмите чуть-чуть больше, потому что ниточку нам необходимо будет заправить. Вытягиваем ниточку. И видим, да, вот у нас такая красивая косичка получилась. Мы заводим крючок под косичку. Вот нагляднее покажу иголочкой. Вот так просто заводим крючок. Захватываем ниточку, протягиваем ее. И теперь нам нужно вовнутрь ниточку вывести, чтобы ее дальше заправить. Тем самым мы сымитируем косичку, которая закроет нашу обвязку. Мы заводим крючок вот сюда, под косичку верхнюю, и чтобы она вышла в середине нашей косички. Заводим. Вот у нас сверху косичка и сбоку косичка. Соответственно, под верхнюю косичку и в серединке нашей косички крючок выходит. И просто протягиваем ниточку вовнутрь. Подтягиваем все аккуратненько, чтобы косички были ровные. И все. Вот наша корзиночка готова. Выравниваем стеночки.
Просто как глиной придаем форму. Сам хвостик протягиваем просто вот между ножек внутри и запаиваем кончик. Вот такая вот корзиночка своими руками у нас получилась. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Скоро увидимся!